Ты можешь знать 10 стратегий, смотреть десятки разборов и все равно не понимать, почему рынок снова выбил тебя по стопу. Потому что проблема часто не в стратегии, а в том, что ты не читаешь саму цену. В этом видео разберем с вами price action с нуля. Как рынок оставляет следы, где появляются зоны интереса и почему большинство входов ломаются еще до того, как трейдер нажал на кнопку. Это будет не про магические паттерны, а про систему. Контекст, ФВГ, фракталы, движение от точки А до точки Б и логику входа. Вот так график часто выглядит глазами новичка. Десятки зон, уровни, стрелки, вопросы и ни одного внятного ответа. Где реально входить? Чем больше разметки, тем сильнее кажется, что ты анализируешь рынок, хотя на деле ты просто усложняешь хаос. Если узнаешь в этом себя, это нормально. Дальше мы будем постепенно убирать лишнее и оставлять только те элементы, которые действительно помогают читать цену. Первая ошибка – думать, что любая зона обязана дать отклик. Цена пришла в область спроса или предложения. Многие ждут там отскок, но рынок просто пробивает ее и идет дальше. Зона имеет значение только тогда, когда ее подтверждает сама цена. Без реакции, структура и контекст – это не торговая идея, а просто прямоугольник на графике. То же самое касается и ФВГ. Многие видят дисбаланс и сразу воспринимают его как готовую точку входа. Вот ФВГ, значит надо покупать или продавать. Но сам по себе ФВГ это не сигнал. Это зона интереса, за которой нужно наблюдать. Где она появилась, какое движение ее сформировало и подтверждает ли цена эту область после теста. На истории рынок всегда выглядит логично. Вот структура, вот импульс, вот зона, вот идеальная точка входа. Все кажется очень очевидным. Но в моменте рынок выглядит иначе. Уровни спорные, направление неясное, реакция может быть ложной. А каждая новая свеча меняет восприятие. Поэтому задача трейдера не угадывать, а иметь порядок действий, который работает даже тогда, когда полной ясности еще нет. На младшем таймфрейме рынок часто выглядит как шум, ложные пробои, резкие развороты, микроструктура и много сигналов, которые противоречат друг другу. И если анализировать только младшие таймфреймы, легко начать видеть входы там, где их нет. Старший же таймфрейм дает контекст, он помогает понять, где находится цена, какая зона действительно важна и куда рынок потенциально может стремиться. На графике может быть много зон, но не все они имеют одинаковую ценность. Ошибка новичка – размещать все подряд и потом пытаться торговать каждую область. Профессиональная же задача – не найти максимальное количество зон, а выбрать одну действительно важную, ту, которая связана с контекстом, структурой и логикой движения цены. Чтобы читать price action, не нужно забивать график десятками терминов. В этой методике нам важны два базовых элемента. Это фракталы и ФВГ. Фракталы помогают видеть структуру движения, локальный максимум, минимумы и смену инициативы. ФВГ показывает дисбаланс, участок, где цена прошла быстро и оставила зону интереса. Давайте разберемся, что же такое ФВГ. ФВГ – это зона неэффективного движения цены, где рынок прошел участок слишком быстро и оставил дисбаланс. Классический ФВГ состоит из трех свечей. Первая задает границу, вторая создает импульс, третья подтверждает разрыв между ценовыми областями. Но важно не переоценивать эту зону. Цена может вернуться к ФВГ, может дать от него реакцию, но сам факт существования не гарантирует вход и не гарантирует его отработку. ФВГ – это не единственная форма дисбаланса, есть также разновидности. Есть Volume Gap, Opening Gap, они по-разному формируются, но все отражают идею неэффективного движения цены. Отдельно стоит PPR. Это зона, где рынок может балансировать или перераспределять ордера после дисбаланса, либо перед следующим сильным движением. Но как и с ФВГ, PPR нельзя торговать отдельно от контекста. Фрактал в трейдинге – это локальный максимум или минимум, через который можно читать структуру движения. Он показывает точки, где цена остановилась, развернулась или временно сменила инициативу. Через последовательность фракталов мы понимаем, кто контролирует движение – покупатели или продавцы. По сути, фрактал – это каркас, на котором строится логика price action. Теперь соединяем элементы в простую идею. Цена движется от точки А к точке Б.
Точка А – это область, откуда началось значимое движение. Ею может быть либо фрактал, либо ФВГ. Точка Б – это наша потенциальная цель. Это также либо фрактал, либо ФВГ. Когда мы начинаем мыслить через A to B, мы перестаем торговать случайные зоны и начинаем видеть маршрут цены. В свинг-подходе важно не пытаться решать все задачи на одном таймфрейме. Разные периоды нужны для разных уровней анализа. В данной системе мы используем недельный, дневной и 4H таймфрейм. Это не просто набор периодов, а структура сверху вниз. То есть старший дает контекст, далее подтверждение зоны и дальнейшая работа с позицией. Функции периодов. Недельный таймфрейм дает общий контекст и ключевые уровни, то есть области интереса, откуда мы можем развивать свои идеи. Дневной таймфрейм подтверждает или опровергает тот или иной ключевой уровень. 4-часовой таймфрейм используется уже для более прикладной работы, то есть добора позиций, сопровождения, уточнения реакции. Так, каждый период получает свою функцию, и анализ перестает быть хаотичным. Подтверждение ключевого уровня – это момент, когда цена не просто пришла в область интереса, а начала подтверждать ее реакцией. На схеме мы видим тест уровня А, после которого формируется ФВГ и появляется логика продолжения движения. Здесь важно не путать касание уровня с подтверждением. Подтверждение – это когда рынок показывает реакцию, то есть формирует новую опорную зону. Подтверждение нашего ключевого уровня происходит на -1 таймфрейме и через формирование ФВГ. Именно ФВГ и только ФВГ нам подтверждает наш ключевой уровень и формирует наше движение до точки Б. Примерно так схематически будут выглядеть ваши сделки. То есть цена приходит в ключевой уровень точку А, получает от этого уровня отторжение и формирование на -1 таймфрейме ФВГ, и у нас происходит доставка к точке Б. Далее у меня идут примеры сделок через эту логику. То есть ключевой механизм, как было выше у меня описано, это формирование подтверждения от ключевого уровня и доставка к точке Б. Ключевые уровни это могут быть либо фракталы, либо дисбалансы наших ФВГ. Важно их смотреть именно на недельном периоде, потому что это свинг-система. На данном примере мы видим фьючерсный график на NASDAQ, как цена взаимодействует с недельным фракталом. После этого на дневке у нас формируется дневной имбаланс, от которого мы входим. Входить можно уже на ваше усмотрение, либо на тесте, либо маркетом, как удобно. Лично я формирую свои входы по отношению к таргету. То есть, если до цели у меня есть приемлемое соотношение риска-прибыли, то я могу зайти маркетом. Если соотношение маленькое, то я тогда жду теста. Опять же, на данном примере мы видим снятие ключевой ликвидности, формирование подтверждения, вход, сделку маркетом, доставка к точке Б. Все очень просто. На следующем примере у нас есть график евро. Здесь мы видим взаимодействие с недельным ФВГ, это наша точка А. После этого мы видим формирование дневного дисбаланса, от теста которого мы набирались также до точки Б. Следующий пример. Также у нас график евро. Мы видим, как мы снимаем недельный фрактал, формируем дневной ФВГ, видим его тест и быструю доставку до точки Б. Точка Б чаще всего это противоположный фрактал либо ФВГ. Еще один пример на евро, более такая затяжная сделка, но в любом случае логика тут в целом она сохраняется. То есть мы видим снятие какого-то ключевого минимума, формирование отторжения, то есть подтверждение валидности данного уровня, доставка к противоположной цели.
Очень просто. Еще один пример по евро. Мы видим, как снимается Fractal High недельный. На дневке формируется у нас дневной ФВГ, да, и происходит доставка до противоположной цели. Да, то есть тут, скорее всего, также недельный фрактал. Сейчас, возможно, у вас возник вопрос, для чего нам 4H период, если на Викле мы смотрим ключевой уровень, на Daily мы производим вход, после формирования, да, имба. Зачем нам 4H? 4H помогает нам нарастить объем в позицию, то есть ее добрать и по ходу движения цены, да, еще позаходить. Добор у нас производится с помощью 4H ФВГ. Наша задача, когда цена уже пошла, ждать 4H ФВГ и входить от него. Также либо маркетом, либо лимиткой. Здесь показан добор в рамках, да, идеи с доставкой к нижним вот этим лоям. Мы видим, что первая позиция уходит по стопу, вторая позиция, да, идет по тейку, затем тут производится до набор, еще закрывается по тейку. Тут, кстати, с таким приличным соотношением. Здесь позиция уходит по стопу, и здесь также по тейку уже финальная такая сделка закрывается. Можно данные позиции тянуть как с фиксированным соотношением, так и до таргета. Здесь уже на ваше усмотрение, так что думайте тут сами. Единственный момент, да, почему вход там не был тут, не был тут. Важно, чтобы от предыдущей позиции мы набрали хотя бы какое-то расстояние. Иначе у вас будет в одной точке несколько сделок, и там при каком-то новостном импульсе вас будет просто сносить. И еще такое ключевое правило, это при открытии третьей позиции первая уходит в безубыток. Условно, когда мы открыли сделку здесь, у нас вот это уже стояло в БУ. Когда мы открыли сделку здесь, у нас уже это ушла также в безубыток. Да, стоп мы свой подтянули. Это делается для нашего риск-менеджмента. Такое важное правило, которое я также использую. Еще один пример до набора. То есть у нас тут есть какой-то рейд, да, формирование подтверждения на Daily. И на 4H мы уже можем производить свою работу, да, донабирать. Здесь мы видим, да, формирование имбов вход, формирование имбов вход. Все. В рамках донабора были две позиции. То есть открывается какая-то одна HTF позиция от daily зоны. Она тянется, и тут идет до набора. В целом на этом все. Давайте подведем итог. Price Action — это не про сотню зон на графике. И не про магический паттерн, который всегда дает вход. Здесь про простой подход и систематичность. Важно изучить эту методичку, там провести собственный бэктест, и уже можно будет начать ее использовать. Потому что в целом в данной методологии ничего сложного нету. И это является ее ключевым преимуществом. То, что повторить может каждый. Но оставить ее такой же простой, при этом не усложнив никакими дополнительными переменными, тут уже, да, такой вопрос на засыпку. Поэтому пробуйте, изучайте, делитесь результатами в комментариях. Всем спасибо, всем пока.